Следующий вопрос. Как определить, сколько наработано материальных тел и свои возможности? Ну, для этого нужно, если просто сказать, нужно посчитать, сколько тел есть, если вы можете видеть их. Но лучше, чтобы это делал, считал кто-то другой, не вы сами. Потому что, когда существует немножко субъективизм, то человеку всегда хочется, а вдруг у меня еще лишнее есть, а вдруг это завалялось где-то там. Поэтому лучше всего, чтобы это было многократно проверено. Но опять-таки, это шутка, а в каждой шутке есть доля шутки. Но на самом деле нужно действительно, для того, чтобы определить количество тел, нужно уметь их видеть. И не только, понимаете, как сказать, многие думают, что тела, вот знаете, как я всегда смеялся, когда читал, мое эфирное тело пошло направо, мое астральное тело пошло налево, а мое ментальное тело пошло прямо. Но когда читаешь такое понимание человека, удивляйся, потому что эфирные, астральные, ментальные тела, они не гуляют по отдельности. Сущность состоит из них. Это конституционная часть. Это значит, что как правая рука пошла налево, левая рука направо, а голова пошла прямо. Может такое быть? Не, конечно, можно, если отрубить руки, ноги и различить по частям. И действительно пойдет направо, и налево, и прямо, да? Так вот, сущность, если она имеет, допустим, три тела, условно скажем, там, ну, фундамент там, я называю это второе материальное, третье материальное, четвертое материальное, потому что вот эфирные, астральные и так далее, ментальные тела, ну, не то понимание, которое человека уводит сразу на индусские представления, как вы поняли, индусские представления куда ведут. Так вот, если это второе, третье материальное тела, если не существует, то это одно целое. Их нельзя, кажется, разделить, отделить в одну сторону, в другую, третью. Да, можно выделить внутри и посмотреть, вот уровень развития одного тела, уровень развития второго, уровень развития третьего. Но опять-таки нужно понимать это и знать, как и каким образом это можно сделать. Если вы это умеете, то вы это сделаете. А как проверять? Ну, когда вы будете действовать, то по вашим делам будет ясно, что какие действительно возможности. То есть, знаете, так вот, я прочистил то-то, знаете, как многие сидят, мы чистим ауру России. Вот это как грязная, мы ее чистим. Но почему до сих пор грязная? Если почистилась бы, то оно было чистое было, да? А каждый собирает, вот посылаем добрые позывы, посылаем любовь. Хорошо, вы пошлете любовь к крокодилу или пиранье. Поможет это крокодилу стать ласточкой? Поможет, да? Понимаете, когда говорят, что любовь спасет мир. Черт возьми. Ну хорошо, мы вот 1000 лет христианство навязывает, которое якобы любовь приносит, да? Что возлюби врага своего, как ближнего своего, да? Основная заповедь. Ну, к чему привело? Посмотрите, где Россия оказалась. Случайно? Не думаю. Потому что до того, пока таких заповедей не было, у наших предков были заповеди. То какие заповеди? Любить нужно того, кто достоин любви. Уважать нужно того, кто достоин уважения. Помогать нужно тем, кто достоин помощи. Махонькое отличие, да? Вот тю-тю-тю-тю, столечко. А посмотрите, как кардинально меняет отношение. Получается, паразит вас обманывает, обворовывает. Мавроди обворовал весь народ, да? Но его нужно продолжать любить, позволять ему делать то же самое, да? Потому что он не понимает, что он творит, да? Не понимает, да? Но почему-то свои счета он понимает, где открывать, да? И как перебросить ворованные деньги обкраденных людей на свои собственные счета, естественно, поделившись с теми, кто ему позволяет это делать. Понимаете, что Мавроди тоже вывеска. Наверное, понятно, да? Это мальчик для питья, потому что за ним стояли те, кто никогда не светился, но кто получил основную долю. Наверное, это понятно без меня даже, да? Но тем не менее, нужно любить Мавроди. А почему? Ну, какие же вы жестокие. Вы явные грешницы, все грешники, в том числе и я. Ну, как же так? Ну,
По христианской заповеди вы должны любить и расцеловать его, и сказать: вот, вы знаете, у меня еще квартира есть, еще моя записана на меня. Не нужно квартиру. Ну, тебе же так нужно все, да? Такой несчастненький. А пока такой невинная мордочка, извините, бедненький такой, несчастненький. Придумал систему воровства, которая вообще якобы добровольно все отдается. Понимаете, да? Кооперацию, да? Вы отдали, значит, что значит? Передайте свои квартиры мне добровольно. И подпишите в этом. После этого получите что-то? Что вы получите после этого? Любовь. Вам вроде бы с экрана говорят, как он вас всех любит. Вам это нужно? Ну, если нужно, пожалуйста, вперед. Поэтому, так сказать, здесь, опять-таки, нужно всегда вот социальные болезни, ведь социальные паразиты, они хитрые, они изучили менталитет наших народов. Вот ведическое мировоззрение хорошо изучили. И вот видите, искажение маленькое, типа нужно любить. А забыли добавить тех, кто достоин любви. Всего-навсего. А суть поменялась кардинально, правильно? Поэтому, когда это оружие было создано, называют это социальным оружием, оно было рассчитано именно на нас с вами, на менталитет наших с вами предков. Именно поэтому довольно-таки хорошо прижился. Правда, это не сразу прижилось. Сколько десятков миллионов за общее время было уничтожено, пока навязали это. И то, исказив суть весьма принципиально. Так же, как, к примеру, вот, я точно не помню, кажется, вот мне недавно Байда прислал сообщение, что, знаете, когда церковь христианская, она стала называться православной. Знаете, когда? Когда? Никон ввел ведические праздники. А русская православная церковь называется во времена Сталина. Или 39-й, или 42-й год. Я точно не могу уточнить. Официально. Забавно, да? Но, как вы понимаете, православие к христианству никакого отношения не имеет. Это совершенно разные явления, и ничего общего нет. Потому что православие – это атеизм, ведический атеизм. Потому что наши предки в богов не верили, они богами называли людей, которые достигли уровня творения. Только и всего. И в славяно-арийских ведах это четко показано. 4-я книга жизни, там приводится, что в богах раскрываются сокрытые силы. Помните, да? Вопрос. Если это Бог, какие могут быть сокрытые силы у Бога, да? А если вот человек, который имеет высшее творение, он еще процесс движется, он не закончил свое развитие, появлялся в зоне действия источника силы жизни, то, попадая в то место, у него этот источник могла снимать блокировки, и он открывал сокрытые силы. Для богов это не подходит. Это просто действительно люди, которые вышли на уровень творения, когда они могут силой мысли творить те или иные вещи. Но никаких божественных в том плане, как сейчас навязаны, понятия у наших предков не было. Наши предки были атеисты и говорили: мы дети и внуки наших богов, так? Даже Бога, точнее. Вопрос. Кто дети богов, если на то пошло, да? Боги? Значит, получается, если взять обратную логику взять, да? Если дашь Бог, предок наш с вами, так? Он был Богом. Кто может родиться от богини и Бога, а? Бог, да? Так получается, мы все с вами боги, да? Ну, логика такая. Так ли это? Конечно, нет. Просто для того, чтобы выйти по нашим представлениям предкам на уровень творения, человек должен попыхтеть основательно. И попыхтеть, извините, не сидя в одном месте. Понимаете, что я имею в виду, да? А поработать хорошо. Вот.